Для начала давай определимся с тем, что такое средний чек. Средний чек – это общая выручка, деленная на количество продаж. Первый отличный способ увеличить средний чек – это продавать тому сегменту клиентов, который покупает больше. Я приведу пример. Представь, что ты продаешь кирпичи, и у тебя есть два сегмента клиентов. Первый – это строительные компании, которые покупают кирпичи для того, чтобы построить дом для своих клиентов. Второй сегмент – это частные лица, которые тоже покупают у тебя кирпичи, но они покупают это для личных нужд. Построить сарай, может быть, сделать какую-то пристройку или даже построить дом. Но в любом случае, средний чек у строительных компаний гораздо выше. Он может быть, например, 2 миллиона за одну покупку. У частных лиц средний чек может быть, например, в 10 раз меньше, это 200 тысяч рублей. Твой средний чек – это среднее арифметическое между продажами строительным компаниям и частным лицам. Чтобы увеличить средний чек, нужно сфокусироваться на продаже именно строительным компаниям в данном случае, потому что они покупают больше, и ты получаешь от них больше денег. Если среди всех твоих продаж будет больше строительных компаний, то и средний чек у тебя будет больше, и выручка соответственно. Как это сделать? Делай так, чтобы твой отдел продаж в первую очередь ориентировался на поиск строительных компаний, продавал в первую очередь именно им. Сделай так, чтобы твой маркетинг был ориентирован именно на строительные компании. И совсем скоро ты увидишь прирост. Этот инструмент в первую очередь, конечно, больше подходит для B2B сегмента, для оптовой торговли, для производства и для всех видов услуг. Кстати, об услугах приведем еще один пример. Представь, что у тебя салон красоты, и у тебя опять-таки есть два сегмента клиентов. Это женщины, которые просто приходят постричься, и стрижка в среднем, она стоит, например, 1000 рублей. А есть женщины, которые приходят и берут какую-то комплексную процедуру, которая стоит в среднем 10 тысяч рублей. Представь, что ты сделаешь 10 продаж, и 5 из них это будут стрижки по 1000 рублей, 5 из них это будут комплексные процедуры. В общем и целом получается выручка 55 тысяч рублей. И мы ее делим на 10 продаж, и получается средний чек 5500. А теперь давай представим, что ты, как и в примере с кирпичами, сфокусируешься на продаже именно комплексных предложений. Сфокусируешься именно на работе вот с этой аудиторией, которая покупает эти комплексные предложения. Представим, что у тебя снова 10 продаж, но теперь тебе удалось продать из 10 продаж 8 комплексных услуг и 2 стрижки. 8 комплексных услуг по 10 тысяч рублей и 2 стрижки по 1000 – это уже выручка 82 тысячи. Мы делим это на 10, и у нас получается средний чек 8200 рублей. В тот момент, как в первый раз у нас был средний чек 5500 рублей. Вот такая заметная разница. Нам удалось увеличить средний чек, просто сфокусировавшись на той аудитории, которая покупает больше и дороже. Второй способ увеличить средний чек – это делать пакетные предложения и наборы. Для услуг это пакетные предложения. Например, ты идешь в спа-салон, и ты можешь там заказать какую-то разовую услугу, например, взять массаж. А можешь взять спа-день. Это будет уже пакетное предложение. В рамках спа-дня тебе сделают и массаж, ты сходишь на скрабирование, сходишь в хамам, поплаваешь в бассейне, пообедаешь и так далее. Пакетное предложение, оно стоит дороже, выгоднее его продавать, и продавать его можно ровно тем же клиентам, которые обычно покупают разовую услугу. Для этого нужно, чтобы отдел продаж уверенно и постоянно предлагал пакетные предложения тем клиентам, которые хотят купить разовые услуги. Если мы говорим про товарный бизнес, то там речь идет про наборы. Отличный пример набора в товарном бизнесе – это набор автомобилиста. Когда мы покупаем машину, нам продают набор автомобилиста. Это такой портфель, в котором лежит огнетушитель, буксировочный трос, аптечка, все, что нужно водителю. И, конечно же, для автосалона выгоднее продать набор автомобилиста, чем по отдельности продавать каждый из элементов, которые в него входят. Еще один способ увеличить средний чек – это продавать дополнительные услуги. Вы покупали, наверное, бытовую технику, и вы помните то, что в нормальных магазинах при покупке бытовой техники тебе обязательно предложат расширенную гарантию. Это такая история, что если у тебя что-то сломается, у тебя прошел гарантийный срок, магазин примет у тебя технику, обменяет ее на новую, либо сделает для тебя бесплатный ремонт. Такая дополнительная расширенная гарантия, она стоит денег. Это и есть увеличение среднего чека. Ты покупаешь, например, стиральную машину за 30 тысяч рублей и покупаешь еще за 4 или за 5 тысяч рублей расширенную гарантию. В целом получается опять-таки увеличение среднего чека с 30 тысяч рублей до 34. А теперь представьте в объеме всего магазина или сети магазинов за месяц, насколько сильно увеличивается средний чек и выручка. Дополнительные услуги можно продавать как в товарном бизнесе, так и в услугах. Еще один отличный способ увеличить средний чек – это кросс-селл. Это когда мы, продавая один продукт, продаем что-то еще клиенту.
Ну, например, вы приходите в магазин спортивной одежды, покупаете себе спортивный костюм, а продавец с вами разговорился, узнал, что вы собираетесь в поход и продал, например, вам еще палатку или футбольный мяч. Это и есть пример кросс-селла. Когда я работал в автосалоне руководителем отдела продаж, я своим продавцам всегда говорил такое правило. Когда клиент у вас что-то покупает, его бумажник открыт, и в этот момент легче всего продать что-то еще. Если мы заговорили про автобизнес, то когда клиент, например, покупает машину, в этот момент самое лучшее время продать ему сигнализацию, зимнюю резину, каска, потому что в этот момент он открыл бумажник и готов покупать. Обязательно нужно этим пользоваться и в этот момент делать дополнительные продажи. Ну а, пожалуй, самый известный для каждого из нас кросс-селл — это Макдоналдс. Когда мы покупаем бургер, нам обязательно предлагают купить либо пирожок яблочный, либо картошку фри. Ты даже себе представить не можешь, как сильно это влияет на объемы продаж Макдоналдс в целом. Еще один крутой инструмент по увеличению среднего чека – это начинать продажу с более дорогой версии продукта. Я в свое время занимался продажей бизнес-мероприятий. Это семинары, форумы, тренинги. И мы там увеличили средний чек, увеличили в целом выручку своего бизнеса за счет того, что предлагали клиенту всегда купить сначала бизнес-пакет, самый дорогой. Как это работает? Среди тех клиентов, которые у тебя что-то покупают, в любом случае есть люди, которые готовы купить дороже, готовы купить самую дорогую версию твоего продукта. Так вот, делая сразу заход на продажу этого дорогого продукта, мы увеличиваем количество, статистически увеличиваем количество тех, кто покупает у нас дорогую версию продукта. И получается, у нас вырастает средний чек. Но это еще не все. Тут еще есть очень крутая психологическая такая хитрость. Она заключается в том, что если ты человеку предложил самую дорогую версию своего продукта, и даже если он ее не купил, то увеличивается вероятность того, что он в целом купит у тебя что-то. Это называется эффект контраста. Когда мы завышаем стоимость и ценность продукта перед тем, как озвучить основную цену. Например, когда мы покупаем квартиру, если риэлтор приведет нас в очень дорогую квартиру, покажет нам ее, сделает так, что мы ее захотим, но даже если мы не сможем ее купить, он поведет нас в ту квартиру, которую он хотел продать, и увеличивается значительно вероятность того, что мы эту квартиру в итоге купим, потому что восприниматься цена той квартиры, которую он нам показывает, теперь будет гораздо легче после того, как мы увидели более высокие ценники. Так это и работает. Поэтому, предлагая свой продукт в более дорогой версии, ты не только увеличиваешь вероятность того, что у тебя купит его, а ты еще увеличиваешь вероятность того, что у тебя купят простую или среднюю версию твоего продукта. Ну а если у тебя нет дорогой версии продукта, имеет смысл об этом задуматься, хотя бы для того, чтобы использовать вот этот вот инструмент. Еще один классный способ увеличить средний чек – это акции. С акциями мы все с вами знакомы, но акции бывают разные. Есть акции, которые построены на принципе срочности. Это когда мы даем какое-то выгодное предложение и говорим, что оно ограничено по времени. И человек понимает, что ему нужно успеть воспользоваться этим выгодным предложением. Есть вид акций, который построен на эффекте дефицита. Это когда мы даем какое-то выгодное предложение, которое ограничено по своему количеству, а не по срокам. Третий вид акции – это причастность к какому-то закрытому сообществу. Это такая история, когда, например, ты клиенту говоришь: у нас есть специальное предложение только для тех, кто является нашим клиентом больше 1 года. Или только для тех, кто сделал в течение года сумму покупок на 30 тысяч рублей. И вот этой группе людей мы предлагаем какие-то специальные условия. Люди это очень ценят, потому что они чувствуют, что им сделали какое-то особое предложение, которое недоступно всем остальным. Еще один системный способ увеличить средний чек – это сделать в скрипте, в сценарии продаж привязку к увеличению среднего чека. Помнишь, наверное, я говорил про Макдональдс, и я там приводил пример, что обязательно продавец, продавая бургер, предложит тебе купить либо пирожок, либо картошку фри. Конечно же, продавец это делает, потому что у него в скрипте написано это сделать. То же самое можешь сделать и ты. Ты можешь закрепить на уровне регламента, в скрипте или в сценарии продаж необходимость обязательно человеку предлагать либо какую-то дополнительную услугу, либо какой-то еще один продукт. Ты можешь даже прописать, что если человек покупает этот продукт, мы ему предлагаем вот это, а если человек покупает вот этот продукт, мы ему предлагаем вот это. Это все должно быть зарегламентировано, и мы должны это просто требовать от менеджеров по продажам. Тогда увеличится количество продаж и увеличится средний чек. Из своей практики приведу пример. Когда я занимался продажей автомобилей, еще до того, как я стал начальником автосалона, я был обычным продавцом. И у нас была такая штука, что когда мы продаем автомобиль, мы обязательно клиенту должны предложить зимнюю резину, если сейчас сезон. Или каска, или трейд-ин, сдачу автомобиля в счет оплаты нового. Если мы этого не делали, просто могли оштрафовать
штрафовать после контрольной закупки. Это было прописано в скрипте, это было необходимо сделать, и мы это делали, и, конечно же, это в целом увеличивало продажи автосалонов. Еще один тоже системный способ увеличить средний чек – это включить в систему мотивации дополнительные коэффициенты, которые будут либо в положительную, либо в отрицательную сторону влиять на зарплату продавца в зависимости от того, как у него дела со средним чеком. Следующий важный инструмент, как можно увеличить средний чек, очень прост. Нужно просто объяснять менеджерам по продажам, как увеличение среднего чека влияет на их зарплату. Прям садимся, берем лист бумаги и начинаем считать, сколько у тебя будет зарплата, если у тебя вот такой средний чек, а сколько у тебя будет зарплата, если у тебя вот такой средний чек. Очень важно, чтобы продавец не просто знал, что ему надо увеличивать средний чек, а чтобы он понимал, как это влияет конкретно на его зарплату. Если ты уже готов в своем бизнесе работать над увеличением среднего чека, то я тебе рекомендую еще один инструмент. Создай в своем отделе продаж конкурс на ближайший месяц или квартал на самый большой средний чек. Придумай какой-то приз, который получит тот продавец, который по итогам периода сделает самый высокий средний чек. А в процессе, пока они будут соревноваться, обязательно наблюдай за тем, у кого что получается. Бери самые лучшие кейсы тех продавцов, которым удалось в переговорах с клиентами средний чек увеличить. Вместе с коллективом прослушивай эти звонки, показывай лучшие примеры другим продавцам, у которых, например, получается хуже. И создавай вот эту вот культуру среднего чека, чтобы люди понимали важность и пытались каждый день докрутить себя вот в этом вопросе. Я тебя уверяю, совсем скоро средний чек поползет вверх и станет выше. Если хочешь получить гайд по итогам этого урока, где будет подробно расписано, какие инструменты среднего чека бывают и как их использовать, под видео есть ссылка, пройди по ней и получи этот гайд. Также обязательно подпишись на этот канал, если ты еще не успел этого сделать. Совсем скоро у меня выйдет просто чумовое видео про продажи и маркетинг. Ну и поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И обязательно напиши комментарий к этому видео, насколько это было для тебя полезно, сможешь ли ты какие-то инструменты из тех, которые я привел, применить реально в своем бизнесе. До встречи!